Привет, Дирс! Если вы помните, то в прошлом выпуске мы с Наргиз обещали рассказать вам об одном очень интересном человеке, которого зовут Сабит Мустафин. Но, к сожалению, обстоятельства складываются таким образом, что практически везде сейчас карантин, и нам не просто было бы скооперироваться для того, чтобы записать вместе этот выпуск. Так что сопровождать вас в путешествии по знакомству с Сабитом буду я сама. Во-первых, для всех тех, кто еще не знает, кто такой Сабит, я бы хотела рассказать о нем буквально пару слов и объяснить, почему мы захотели снять о нем отдельный выпуск. Сабит Мустафин состоит в евразийском фан-клубе достаточно долго. Сабит по мере своих возможностей старается влиять на продвижение Димаша всеми доступными ему способами. И у него это, кстати говоря, прекрасно получается. Этим выпуском мы хотим не только рассказать о Сабите, но и вдохновить людей из разных уголков мира, которые, возможно, хотят рассказать о Димаше или что-то сделать для него, но по какой-то причине стесняются или боятся, или думают, что у них не получится. У вас все получится. Пример Сабита в первую очередь говорит о том, что неважно, сколько вам лет, где вы живете, на каком языке разговариваете, ведь самое главное — это просто делать искренне то, что ты любишь. Сабит Мустафин живет в Казахстане, в селе Саудакент Жамбылской области. Когда Сабит приехал на Припяти, все вокруг говорили о нем, все его знали, и не было никаких сомнений, что он давным-давно стал всем близок, полюбился. Я же о Сабите узнала совсем недавно, к моему стыду большому, но теперь мы с ним общаемся, и я надеюсь, что так дальше и будет, потому что Сабит, конечно, потрясающий человек. Я очень рада, что мне удалось с ним познакомиться. Сабит живет в селе, но это не мешает ему абсолютно никак заниматься продвижением Димаша среди односельчан. Наше интервью состоялось в очень внезапной обстановке, потому что Сабит в тот же день должен был уезжать домой. Мы были под впечатлением концерта, прошедшего накануне после Припяти, и, конечно же, мы немного не были готовы к тому, чтобы основательно поговорить. Но нам все же удалось задать Сабиту несколько вопросов. Я хочу вам сказать, что когда вы просто даже находитесь рядом с ним, этот человек погружает вас в какое-то совершенно невесомое, теплое состояние родства, дружбы. Он моментально становится вам близким, он моментально становится вам другом. Его открытость и честность, его желание сделать другому человеку хорошо, оно чувствуется практически с первой секунды общения. Когда Сабит приехал на Припяти, он привез с собой целую, как мы уже в прошлом выпуске говорили, целый пакет подарков, которые потом были разыграны успешно среди Дирс, которые пришли на Припяти. Если вы обратите внимание, то на одном из видео, которое снимал сам Сабит и хотел, чтобы мы его показали, вы можете увидеть, как на него все оборачиваются, реагируют, как на него все смотрят, улыбаются и машут, потому что действительно все уже его знают, все его очень любят и безумно рады видеть. Напоминаю, что вот это вот в выпуске было запечатано Димаш. У кого есть? Мы разыгрываем еще один экземпляр. Также здесь журнал «Звезды», большой постер Димаша первый, поэтому разыграем. Давай, вытаскивай кого-нибудь. Яровая Ирина. Подсказывает, что человека сегодня. Киреева Оксана. Оксана — это наш фотограф, и она хочет подарить этот журнал кому-нибудь, у кого его нет. До того, как я лично познакомилась с Сабитом сначала на Припяти, а потом уже, когда брала у него интервью, мне действительно очень много говорили о том, какой он невероятный, теплый человек, как он ответственно подходит ко всему тому, что он делает в отношении Димаша и фан-клуба. И мне самой стало очень интересно, кто же этот мужчина, что он такого делает, почему его все знают, почему о нем все говорят, откуда он. Здравствуйте, Сабит. Здравствуйте. Мы уже заранее встретились, конечно, поздоровались уже. Я вообще безумно благодарна, что мне удалось с Сабитом встретиться, потому что мне очень много рассказывали, не чего-то конкретного, а в общем, что Сабит очень
очень знаменитый диер, что его знают все, что о нем все осведомлены, что наслышаны, потому что он знает уже о Димаше очень давно. И мне стало действительно тоже интересно с вами пообщаться, задать вам несколько вопросов и вообще узнать о вас, кто вы такой, почему так много о вас говорят, почему вас так много людей знает. Может быть, девушек, мужчин мало, с одной стороны. А с другой стороны, но я не для саморекламы это делаю. По мере своих сил хочу, чтобы его побольше людей знали, слежу за ним, слежу. И хочу, чтобы и другие знали. И своим там, родственникам, друзьям по WhatsApp, по Инстаграму все время вот эти отправляю. Вот у нас же администрация есть, вот сообщить какую-то новость, какое-то мероприятие. Я далеко на юге Казахстана, в Бауле. Вот вы, например, встречаете в аэропорту. Да. Я радуюсь, вы встретились. А что я забыла? Что я могу сделать для популяризации, например, да, киноса? Что у меня? Я вот, например, вот, призываю помочь там, инвалидам. Это я смогу, потому что, есть же, я знаю, там некоторые семьи, у которых есть инвалид детей. Вот от имени фан-клуба подарок сделал, например. Рассказал им, может, они не так следят, как я, например. Да. И вот им побольше информации даю, что вот они, например, мои друзья, мои родственники, просто знакомые, которые в нашем ауле, которые в Таразе, которые у меня там много родственников в разных городах. Может, они увидят, позже захотят что-то сделать. Чтобы люди другие тоже делали добрые дела, да, какие-то. Почему вы считаете важным, чтобы вот многие люди узнавали о Димаше? Музыка жить помогает немножко о душе подумать. Он говорит, вот если концерт говорил, я хочу, чтобы вы немножко вот, забыли свои, вот это, оставили свои зимние дела, да, говорят, отвлеклись, что подняли, чтобы настроение. Я только из-за этого в Москву приехал. Хороших певцов же много, с красивыми голосами. Почему именно Димаш? В чем его феномен такой? Я все живу, вот, есть дом культуры, есть там, работает там, приезжают к нам артисты. С Тараза, с Алматы, с Астаны, с концертами. Я вижу рекламу. Некоторые песни знаю, раз не трогай, мне не интересно. Послушал, забыл. Послушал, забыл. А вот с этим Димашом я вот обычно слежу в Ютубе, по WhatsApp. И вот один раз что-то там написали в YouTube, какое-то сообщение было, нет. Вот казах взорвал Китай. Чего себе заголовок? Что за заголовок? Набрал, и как раз вот этот первый пункт. Вот, сам делает. Действительно взорвал. Когда я спрашивала, чем занимается Сабит у других диерс, все говорили мне о встречах в школах, в домах культуры. Мне было очень интересно узнать, что это, потому что я не сталкивалась с таким. Я никогда не видела, чтобы организовывались какие-то такие встречи. У себя дома Сабит организовывал встречи, которые были направлены на то, чтобы люди больше узнавали о Димаше. Он приносил в музыкальную школу, в Дом культуры плакаты, которые делал сам, стенды, фотографии, фильмы для того, чтобы просвещать других людей. Он очень ответственно к этому подходил. Сабит не только взял на себя приобретение подарков для гостей и рассказы о Димаше, он также украсил музыкальную школу, он украшал Дом культуры, он приносил всевозможные
фотоколлажи, для того, чтобы людям было интересно, для того, чтобы завлечь их не только рассказом, но и визуальной стороной. Впрочем, что я вам сейчас это все рассказываю, когда вам сейчас это может рассказать все сам Сабит. Вот вы, я слышала, проводите встречи какие-то, в школах рассказываете. Вот как это все проходит? Что это самое? Ну, обычно в стиле что там? Работа, домой, там корову подоить, там печь затопить, забота детей там. И вот они, может быть, не очень следят за этим. Им некогда, может быть, даже устают. И вот захотел популяризировать, там, рекламировать, чтобы другие тоже слушали. И вот я по WhatsApp отправляю, и, там, чтобы они послушали, что новости, какие новости, что он делает. Вы первый были, да, кто услышал о Димаше там дома? Может, вот, да, конечно, да. Там рядом со мной стоит музыкальная школа, здание. Напротив Дом культуры. Дом культуры и музыкальная школа — это общественные места. Да. Туда приходят ученики. Да. За этим учеником родители приходят. И вот я решил подарить им 2 стенда почти. Там, шириной, высотой 1,5 метра, длиной где-то 2 метра, что ли. Там коллаж сделал, вот там. Из фотографий? По этапам, да. Там с детства, потом после с фотографией. Потом в середине вот такой, там, биографию подарил, а потом решил провести вечер. Директор школы, музыкальной школы попросил, давай, говорю, что строитель с учениками вечер сделать. Он не был против. Я всю финансовую сторону взял на себя. Я сразу им сказал, что мне отказали. Им же я говорю, расходы же все такие. Да. Подарки закупил, чай Димаш, там конфеты. Потом вот это оформление тоже я сделал. Вместо с этим учителем класс составили, когда что говорит. И вот провели, я на видео снял и сразу отправил в YouTube. Да, как люди воспринимали вообще, вот, которые... Хорошо, ветеран пригласили, да. Акима села, потом со школы, там, средней школы, там, технической школы, отдела культуры и стариков. Им дарили подарки, это все нормально прошло. К сожалению, мне не так часто доводится общаться с казахами, которые живут в Казахстане, а вернее практически никогда, потому что я живу в другой стране. Но мне всегда было очень интересно. Это поразительное уважение и воспитание Димаша по отношению к любому человеку, с которым он общается, и к любому человеку, с которым он работает, дружит, или который просто пришел на его концерт. Результат ли это традиций страны, или же это все-таки результат конкретных семейных ценностей, частных семейных ценностей? Ведь в наше время очень часто ты сталкиваешься с тем, что детей воспитывают абсолютно по-разному. И из этих детей потом вырастают совершенно разные взрослые. Кто-то более воспитанный, кто-то менее, кто-то более вежливый, кто-то менее и так далее. Но Димаш настолько воспитанный, вежливый и при этом поразительно скромный молодой человек, что мне было очень интересно узнать. Такое воспитание редко. Или все же это традиционное воспитание для детей в Казахстане, которому стараются следовать и по сей день? Отношение Димаша к своим поклонникам, к почитателям творчества, к семье — это такое типичное казахское воспитание? Это вот то, что сейчас у молодежи также осталось? Или это все-таки уже это такие, скажем, частные семейные ценности, которые сейчас не во всех уже семьях? Ну, у нас принято, но у нас все просто так, мы старше слушаем. Вы знакомы с семьей Димаша? Общались?
Нет, не довелось пообщаться ни разу? Ну, я в Астане был на двух концертах. Далеко ты было сидел. Когда я узнала, что Сабит присутствовал уже на 3 концертах, и ему есть действительно что сравнивать, потому что концерты проходили в разное время. Я сейчас говорю о концерте Бастау, Арнау в Нур-Султане и, соответственно, московском концерте, который вот-вот только-только прошел. Мне было очень интересно узнать его мнение, чем они отличаются. Возможно, что-то поменялось в Димаше, возможно, что-то поменялось, ну, помимо того, что мы все видим визуальную составляющую, которая меняется, да, мне было интересно, что по энергетике, возможно, поменялось, что, возможно, поменялось по зрительскому приему в зале. Возможно, он заметил что-то такое, чего я бы заметить не смогла, поскольку не присутствовала на 2 остальных концертах. Вы на каких концертах уже были? На 2. На 2? Ну, вот это Арнау и Бастау. Ага. А и Москва? На 3, получается. Чем запомнился каждый из концертов? А вот когда вот первый раз поехал на шоу этот Бастау, я вот в шоке был. Вот такой звук, такое оформление, столько китайцев. Фонтаны. У меня хорошее воспоминание. А что запомнилось от Арнау? Концерт вечером, Да. а я уже где-то до обеда уже был около стадиона, ходил там с Китаем, общались, знакомились со многими. Поговорили. Многих я здесь встретил, между прочим, Да? вчера. Удивительно, как вот люди с разными языками, с разными культурными какими-то ценностями, менталитетом, да. все объединяются вот на песни концертах, и объединяют. все как будто общаются душами просто. Даже если не понимают языка, то как-то очень все равно все Вот я тепло. говорю, вчера познакомился с 2 маленьких, но все равно 2 встретил, как родные встретились. Что у меня есть, повозы я им отдал, подарил. Но они благодарили. А в Москве вот пока свежие впечатления от концерта, вот что больше всего понравилось, что запомнилось, какие впечатления? Запомнилось точно такого, отличный звук. Вот это подмосковные вечера, Да, отличие от других. когда мы пели, да, это было очень классно. И это, да, светомузыка, Очень красиво И- свет спускался, как будто на это музыка, все, оформление, все понравилось. Конечно же, помимо самого творчества, могли заметить, что Сабит действительно очень дорожит общением с другими Диерс. Ему очень нравится фан-клубная жизнь, ему очень нравится читать ваши комментарии. Он отмечает для себя нескольких комментаторов. Он принимает участие в наших челленджах, в наших флешмобах, особенно в последнем. Вы можете посмотреть в наших видеозаписях обязательно. Сабит спел 2 песни. И я думаю, что это еще не конец. Возможно, он нам споет еще что-нибудь. Сабит всегда принимает активное участие, находясь у себя на родине, не забывая при своих добрых делах упомянуть фан-клуб, за что ему большое спасибо. Это человек, которому дороги другие люди, такой как Димаш. Очень открытый, очень добрый, очень светлый, невероятно активный. Сабит, скажите, если бы была возможность обратиться лично к Димашу, что-то ему сказать, что бы вы ему сказали? Ну, чтоб не зазнался, что он подольше пел, чтобы больше нас радовал. А что я могу сказать? Замечательно, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо, правда. После нашей беседы Сабит уехал этим же днем домой. Через несколько дней он приехал и написал пост-письмо об этом. И с вашего позволения я его зачитаю. Здравствуйте, дорогие! Домой я приехал только 15 марта на поезде с пересадкой через Астану. Друзья и родные рады, что я вернулся домой. Я и сам переживал, что не пропустят с моими подарками в Россию, а потом из-за коронавируса обратно в Казахстан. Всем землякам я рассказывала о своих впечатлениях от концерта Димаша. Я и во время концерта отправляла напрямую видео по WhatsApp. Спасибо всем вам за внимание ко мне. Я почувствовал себя звездой. Многие узнавали меня, дарили подарки, фотографировались со мной. Особое спасибо Диерс из Белгорода, она просто задарила меня подарками. На концерте звук был отличный. В конце концерта удалось пробраться близко к сцене, и я увидел Димаша на расстоянии 2-3 метров. Увидел близко Ерлана Бекчурина и Анну Абаянскую.
После концерта в хостеле мы долго делились впечатлениями с приехавшей вместе с братом милой юной Светланой из Татарстана. От поездки у меня остались только прекрасные воспоминания. Я вас всех люблю и уважаю. Ну что ж, в завершении нашего сегодняшнего выпуска мне бы хотелось подвести небольшой итог и сказать вам о том, что совершенно не важно, где вы находитесь, сколько километров вас разделяют с Димашем, совершенно не важно, на каком языке вы разговариваете, сколько вам лет. Если вы хотите сделать что-то, берите и делайте, ничего не бойтесь, в любом возрасте, в любом месте. Слушайте свое сердце, делайте добрые дела, не обращайте внимания на недоброжелателей, будьте здоровы и берегите себя. Слушайте Димаша, смотрите на Сабита. Внизу мы оставим ссылку на канал Сабита, на котором есть видео одной из тех встреч, которые устраивал Сабит, для того, чтобы вы посмотрели, как это все проходит. Сабит, спасибо вам огромное за вашу доброту, за вашу теплоту, за вашу активность, за то, что согласились встретиться с нами, хотя вам нужно было уезжать, за то, что вы делаете для Димаша, за то, что вы делаете для фан-клуба. Спасибо вам за то, какой вы есть, Сабит. От всего нашего фан-клуба, от всех наших Dears, я хочу пожелать вам долгих лет жизни, я хочу пожелать вам неиссякаемого запала энергии, чтобы вы продолжали делиться тем, что вам нравится, чтобы вы продолжали популяризировать творчество Димаша в свое удовольствие не только у себя, но может быть еще где-нибудь. Почему нет? Все еще у вас впереди. Спасибо вам огромное еще раз.